Дорогие друзья, всем привет, всем доброго дня, доброй ночи, доброго утра, кто где смотрит, кто где находится. И вы снова с Женьком, вы снова у меня на канале. Мы снова говорим о eBay в 2021 году. Вот. Я бы хотел сегодня, в принципе, продолжить о том, о чем я говорил в прошлом ролике. Мы говорили немножко, что за люди вообще могут участвовать в этой платформе, как eBay, какие стороны там могут продавать, какие покупать, что значит быть посредником. Сегодня вот я немножко углублюсь в разговор о посредничестве в eBay, потому что я думаю, что в прошлом ролике я, может быть, не настолько досконально, но упомянул что есть просто люди, которые продают, в принципе, свои вещи. Что-то может быть с дома, что-то может быть с бизнеса, с магазинчика, который они физически держат. И также есть большие фирмы, которые продают свои продукты. Ну, соответственно, большая фирма есть большая фирма. У нее есть свой магазин официальный на eBay. И что касается людей, вот допустим индивидуалов, которые у них есть просто магазинчик или, как говорится, что-то дома, что они продают, создают, может быть, какие-то товары, какие-то поделки ихние, то это немножко другое, конечно. Они, конечно, небольшая компания, которая имеет официальный магазин на eBay, но они также могут создать свой маленький магазинчик на eBay, или продавать просто как индивидуалы, без магазинчиков, без ничего. Кстати, об этом мы тоже будем говорить, что обозначает быть магазином в eBay. В принципе, более углубленно уже будем об этом в будущем говорить. Что обозначает быть просто человеком, продавцом в eBay, имеющий физического магазина или, в принципе, физического товара. Но это уже касается более темы посредственничества. О чем сейчас я хочу очень-очень вкратце с вами об этом поговорить. Начнем мы немножко с истории. Что такое вообще посредники в eBay? Посредники в eBay до 2018 года или до 2017 года, если не ошибаюсь, были все, кому только не лень. Что значит? Это были люди, которые работали с физическими магазинами и перепродавали их продукты. Это были люди, которые работали с фабриками в Китае, может быть в Индии, может быть в других местах и перепродавали ихние продукты. Также это были люди, которые создавали свои продукты через какие-то фабрики и перепродавали свои продукты. Вот. С 2018 года eBay немножко изменила свои правила, и это привело к тому, что посредники из вида тех, кто в принципе не держит физического количества этих своих продуктов, стали получать меньше внимания от eBay, от платформы, и соответственно внимание к ним тоже упало. Почему это произошло? Потому что много людей, в принципе, злорадствовали, не то что злорадствовали, а употребляли это, как вам сказать, чересчур злоумышленно. Люди спекулировали очень сильно на каких-то продуктах. И в качестве этого eBay просто запретила, в принципе, на сегодняшний день продавать людям, у которых нету физического количества своего продукта, какого-то продукта, нескольких продуктов. В принципе, ты можешь продавать на eBay сегодня как посредник или как продавец, только если ты можешь предоставить доказательства, что у тебя есть этот продукт, что он на тебе, а никто другой его не продает в Амазоне, или в Алиэкспрессе, или в Walmart, или еще в разных сайтах, из которого до этого люди тянули свои продукты. Вот как раз об вот этом всем я и хочу поговорить, о вот этом посредничестве. Вот это, как говорится, можно назвать это спекуляцией, потому что в конце концов ты берешь какой-то продукт,
с какого-то другого сайта, вставляешь себе, как будто это твой продукт, и просто продаешь его за немножко больше цену. Вот. Вот такой вид посредничества, он запрещен на eBay, но все равно на данный момент миллионы продавцов, в том числе и я, занимаемся этим и занимаемся довольно успешно этим. Конечно, есть определенные правила, есть определенные ограничения, есть определенные ходы и проходы, как обойти алгоритмы eBay, чтобы не получить по башке за то, что по идее у тебя нету продукта, и ты всего лишь навсего посредник, спекулянт. Самый настоящий спекулянт, так как ты, я еще раз повторяю, берешь продукт с Амазона, с Алиэкспресса или еще с какого-то сайта и вставляешь его себе и говоришь, что это твой продукт и что он находится у тебя. Вот. Но, как я и сказал пару секунд назад, это до сих пор работает. Этим люди занимаются, этим занимаюсь я. Просто после 4 лет работы на eBay я сегодня немножко умнее, чем был тогда. И могу вам предоставить и рассказать всю нужную информацию, чтобы обойти именно те ошибки, с которыми столкнулся я. Потому что, поверьте мне, я на себе прохавал все, что можно было прохавать, все запреты, все нарушения, все косяки, которые только можно сделать, может сделать новичок, который начинает заниматься продажами в eBay. Так что, друзья, оставайтесь и до следующих роликов. Не забывайте смотреть предыдущие ролики. Там в них я тоже плавно и медленно очень захожу во всю тему eBay. Сегодня мы еще немножко добавили в наш уже небольшой рассказ. Поговорили немножко о посредничестве, о видах посредничества. И перед тем, что вы услышите мои слова и насмотритесь других роликов в YouTube, я вас уверяю, подумайте и почитайте очень много информации. И ждите моих роликов, и тогда ваши аккаунты в eBay не будут проблематичны. Вы обойдете все эти ошибки, которые сталкиваются с ними новички, и у вас все будет хорошо, и вы будете потихоньку продавать. Друзья, я вас всех приглашаю оставлять вопросы, комментарии. Вы знаете, что комментарии, лайки, подписки на канал, это все очень важно для нас, чтобы мы могли продвигать нашу тему все дальше и дальше. У нас на носу скоро 2022 год, там будут другие совсем изменения, которые eBay примет на себя, и нам придется также углубляться во все эти нюансы и разбирать их по полочкам. Так что, друзья, всем хорошей недельки, всем хорошего дня. И все, не забываем подписываться, ставить лайки. С вами был Женек, вы на канале Говорим о eBay. Всем всего хорошего.